coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Кулдым, и мы продолжаем проходить игру Вальхалла. Я наконец-то вспомнил, как надо сделать ей напиток. Это у нас бренди, сейчас мы говорим с Салимой. Посмотрим, что будет дальше. У нас довольно интересные такие уроки. Разговоры про нашу личную жизнь, которая пока что не очень остановилась только на коте. Так что на брендине большой. Я вспомнил кое-что, что там можно делать и больше, вот так вот. Нам тут нужно 12 штук, так на 2 умножаем. Это 6 штук вот такой штуки. Это у нас порошковый дельты. И так, ну это получается 2 карматрина. Из-за большого. Перемешать, выдержать. Бренди. 250. Держи. Какое же странное название. Брендини. Изначально это должен был быть мартини. Но возникла проблема. Оказалось, что БТС приобрел бренд вермута, названного в честь некой автомобильной компании. Так что они поменяли имя по какой-то странной прихоти, надо сказать. Вот как. Ой, кажется, мы ее напоили. Кстати говоря, я переиграл, и в этот раз я вспомнил про то, что мы всегда даем покупателям большие напитки, чтобы накопить как можно больше денег, так как это важно для концовки. Ну и, кажется, я ее напоил, ведь она уже выпила 2 целых напитка, 1 с 8 карматринами, и еще 4 вдобавок от пианиста. Именно пианиста. Я решил ей пианиста добавить, посмотрите. А ей тоже нравится. Джилл. Да. Джилл. Это будет И4, Д6, Д9 и ЦЦЦ. Или в двоичном коде. Я понял, она у нас в двоичном коде. Наше имя в двоичном коде. В двоичном коде у тебя 21 единица. Как погуляла на своем 12-летии. На своем 21-летии, Джел? Да ничего такого. А как насчет заветных 16? А хотя бы 18. Нет, не видела смысла отмечать их как-то по-особенному. Не как другие дни рождения. Эй, но они ведь особенные. Чем же? Ну, мне кажется, я думаю, ты понимаешь, про что она клонит. Они отмечают твою растущую сексуальность. Отмечают. Это тот момент, с которого общество говорит тебе, ты можешь трахаться. Ты становишься достаточно привлекательной, чтобы у парней в штанах кое-что начало шевелиться. И еще это такой хитрый способ сказать тебе, что ты уже можешь, но пока что не стоит. Интересная точка зрения. Хотя с течением времени смысл празднования немного теряется. Был случай в средней школе, когда меня дико достал один учитель. Я была в 8 классе, но этот придурок обращался со мной как с ребенком. Поэтому в один прекрасный день я расстегнула пуговичку, сжала сиськи руками и сказала ему: «Господин учитель, не хотите ли сделать меня беременной?» Бедняга не мог смотреть на меня до конца года. Интересный способ обратить на себя внимание и показать, чтобы он не считал тебя ребенком. Меня также отстранили от занятий, отчитали и посадили под домашний арест, но это того стоило. Я же тогда была в самом соку и не скрывала этого.
Вот почему я люблю числа. Числа не ждут твоего сексуального пробуждения, чтобы потом сказать тебе, что ты не должна быть сексуальной. Числа никогда не предадут тебе, не воткнут нож в спину. Они не требуют от тебя построить семью или подарить им внуков. Думаешь, номеру 27 есть дело до того, как будет ли у тебя католическая свадьба? Нет, но мне есть дело до того, что ты пьяна. Я абсолютно уверена в обратном. Тогда произнеси свое имя по буквам. C1, CC, D, D2, CD, C1. Ну как? Не в 16-ричной системе. Алима. Я вызову тебе такси. Все в порядке, уже ухожу. Тут недалеко живет мой двоюродный брат. Он сказал позвонить ему, когда буду уходить. Пока, Джил. Я не знаю. Скорее всего, я такой испорчен, но почему у меня плохие предчувствия из-за этой поездки? Береги себя. Ой, а это кто? Привет, куколка. Ух. Здравствуйте, мистер Донован. А, это Донован. Как любил говорить мой папаша, никогда не лапай зад бабы, коли руки ее из металла. Они вроде как из пластика и углеволокна. Да плевать из чего. Моей печени в любом случае пришлось не сладко. Вы всегда так здороваетесь с людьми? Я мужик, а мужик не может сдерживать себя, когда видит то, что ему нравится, деточка. Но ты не переживай, твоя доска тебя бережет. У меня на дачной лужайке бугры больше. На моей дачной лужайке бугры больше. Хотите совет? Не стоит язвить тем, кто подает вам еду или напитки. Да не обижайся ты, и на твой шесток найдется сверчок. Только это буду не я. Сегодня не буду особо засиживаться. Представь себе, иногда приходится еще и работать. Так что оформи мне как обычно, будь добра. Как обычно? Мистер Донован хочет как обычно. Охо-хо. Всего 3 дня у нас, а уже заказывает как обычно. Ну, может, потому что... Ну, может быть, он все-таки прикипел к этому месту, не зря же он 3-й день сюда ходит. Хотя, зная его вкус, он легко мог бы плюнуть на все это и не приходить. Так, большое пиво сейчас будет готово. Так. Еще 2 вот таких, нет, 4 нужно. И фальдегида и 8 штук. Так, это большая порция, также умножаем на 2. Заполним тебя... Да, заполним тебя так, доверху. И еще... Что там надо? А, все, перемешать. Да, пиво. Как обычно. То, что нужно. Посмотрите, уже почти 100 тысяч. Кстати говоря, да, небольшие изменения в числах, так как на предыдущем дне, на 2-м или на каком? Кажись, на 2-м. Я забыл, что мы постоянно даем людям большие напитки, хотя, честно говоря, это не сильно-то и плохо. Денег у нас все равно. Просто жопой ешь. Что вас занесло к нам сегодня, мистер Донован? Да, девчонка, у которой я брал вчера интервью, даст у нас еще один концерт через пару недель. Поэтому я пытаюсь выбить себе эксклюзивное интервью. И как? Успешно? Ой. Извиняюсь, они немного зубы попаливают. Ой. Ты вообще понимаешь, кто стоит перед тобой, а? Я Донован Д. Доунсон. Я всегда получаю то, что хочу. Конечно, пришлось шантажировать пару редакторов других изданий, но на войне все средства хороши, не правда ли? О, понятно. Подождите, шантажировать? Ты не поверишь, сколько чужих секретов можно узнать, напоив нужных людей. То, что мы и с вами тоже, мистер Донован, делаем. Погоди-ка, это подпись на стакане. А, да.
Чтоб меня черти разорвали. Эта сисястая лименша была тут? Да, она вчера зашла перед началом концерта. Она выдала что-нибудь горяченькое? Нет. Скандалы? Нет. Интриги? Нет. Да черт возьми, ну должно же быть хоть что-то. Она с такой любовью и самоотдачей занимается своим делом, что всем завистникам и провокаторам должно быть стыдно. Ой, не надо мне тут сясь и масясь. Порадуй меня сочным материалом, ну же. Увы, ничем не могу помочь. У вас есть... У всего есть своя цена, и у твоего слова тоже. Назови цену. Я серьезно говорю, она не сказала ничего такого, что можно было бы использовать против нее. Ну ладно. Деточка, как думаешь, у Лилимов... Нормальный такой вопрос. Ладно. У Лилимов есть соски? Что, простите? Я видел пару порнофильмов, где у них были соски, но ведь это могли быть простые наклейки, верно? И вчера во время интервью с той певчихой я просто не мог перестать об этом думать. Мне бы и без них нормально было, но черт возьми, любопытство меня просто убивает. Но больше всего меня интересуют люди, которые их разрабатывают. Нет, ну ты только представь, как это выглядит. Сидит кучка заморышей и оживленно обсуждают дизайн. Ой. Так, продолжаем. Теперь уже без всяких проблем. Наконец-таки нормально можем продолжить. Так, ну тут он именно по поводу стакана говорит. Да, он там спрашивает, именно была ли это Лилим здесь. Как он сказал, это сисястая Лилимша тут была. Да, она вчера зашла перед началом концерта. Она выдала что-нибудь горяченькое? Нет. Скандалы? Нет. Интриги? Нет. Да черт возьми, ну должно же быть хоть что-то. Она с такой любовью и самоотдачей занимается своим делом, что всем завистникам и провокаторам должно быть стыдно. Ой, не надо мне тут сясь-масясь. Порадуй меня сочным материалом, ну же. Увы, ничем не могу помочь. У всего есть своя цена, у твоего слова тоже. Назови цену. Я серьезно говорю, она не сказала ничего такого, что можно было бы использовать против нее. Ну ладно. Деточка, как думаешь, у Лилимов есть соски? Ой. Что, простите? Я видел пару порнофильмов, где у них были соски, но ведь это могли быть простые накладки, верно? А вчера во время интервью с той певичкой я просто не мог перестать думать об этом. Мне бы и без них нормально было, но черт возьми, любопытство меня просто убивает. Но больше всего меня интересуют люди, которые их разрабатывают. Нет, ты только представь, как это выглядит. Сидит куча заморышей и оживленно обсуждают дизайн робосисек. Несколько парней или сбуха инженер без нее никуда дискутируют, классно ли у последней модели вагина вышла. Храни Господь этих чокнутых засранцев. Ой. Подожди. А типа мы можем почитать, ёшкин кот. Подожди, а это правда? Секунду. Как это? Как это у меня вышло? Каким-то образом. Я не знаю, каким образом у меня это вышло, ну да ладно. Так вот, где этот кусочек? А, да? Чтоб меня черти разорвали. Это сисястая Лилимша была тут? Вот, да, вот это вот, как я и говорил. Я не знаю, каким образом у меня это выходит.
А, вот так. Я понял. Покрутить колесико. А что бы интересного будет в завтрашних новостях? Ты что думаешь, я солью тебе свой материал при том, что ты зажала сплетни о певичке? Как я могла что-то зажать, когда и зажимать-то нечего? Ага, конечно. На сей раз буду добропорядочным гражданином и спущу все это на тормозах. Но только на сей раз, поняла? Ты слышала о группе людей, называющих себя предвестники? Нет, что-то не припоминаю. Эти черти хотят свергнуть белых рыцарей. Читнул я как-то их манифест, восседая на своем фарфоровом троне. Очень занимательно, и подтираться им здорово. Они пишут о том, как прогнила система, что во власти сплошь бандиты и все в таком духе. А, да, где-то что-то такое мелькало. Ну и что они? Они разослали письма в несколько издательств. Говорят, что готовы подкрепить свои слова. И завтра они предъявят общественности свои доказательства. Ого, похоже, это будет интересно. О да. Так, милая, бахни ко мне под конец кровосток. Хорошо. Он хочет кровосток. Вот это поворот. Так, не кровосток. Помни, что бокал всегда наполовину полон, но с этим осторожнее, он страшно горяч. Он страшно горюч. Так, давайте запихнем ему кровосток большой. Я буду надеяться, он сильно не обидится, если я его надурю и сделаю ему побольше. На те ж взболтать. Кровосток. Пожалуйста. Приятно видеть, что тебе это по силам. Я слышал, что это бар Данный Зейн. Это правда? Да. Никогда не думал, что вновь услышу о непобедимой с запада. Тем более после того случая с медведями, где она сейчас? Она за кое-чем медведи? 6 лет назад нищая, обделенная Данна Зейн решила поправить свое материальное положение на подпольной арене. 10 разъяренных медведей, она отправила их всех в нокаут. Потом вроде отпустила на волю. И вы там были? Я там бухал со скуки. Чего ты от меня еще хочешь? А вы знаете, как она потеряла свою руку? Не помню, был слишком пьян. Может, протез у нее уже тогда был, кто знает. Может, у нее протез и тогда был? Не знаю. Еще поговаривают, что она потеряла ее на бейсболе. Может, протез у нее уже тогда был, кто знает. Так сильно бросила мяч, что рука улетела вместе с ним. Не. Но это просто чушь какая-то. Да, и похоже, эту чушь она сама придумала. Ну ладно, мне пора. Да и в следующий раз, как увидишь Дану, скажи ей спасибо от меня за мою вторую яхту. Я знал, что не прогадаю, поставив на нее. Передам. Приходите к нам еще. Да-да, конечно. И вот он перерывчик. Ну давайте посмотрим. Либо мы заканчиваем на этом перерыве, хотя, честно говоря, знаете, мы на этом можем и закончить, конечно. Хотя не, это слишком мало будет. Слишком. Давайте эту смену уже доиграем, а то как-то слишком неприятно. Только подождите секунду. Ну что ж, давайте продолжим. Потому что пока что не хочется прощаться. Все. Теперь игру можно продолжить. Отлично, мы сохранились. Так, матч. Вот оно. Это 5-е. Убираем все вот эти вот песенки. Хотя, честно говоря, иногда кажется, что даже половины мы не умудряемся прослушать.
Сорянчик, если вы слушали часто в одних отрывках одну и ту же песню, просто потому что я не могу поставить эти песни на определенное место. Так, все готово? Отлично. О, босс, ты вернулась? Ага, извини, что задержалась. Что ты сделала? Да так, встретилась тут с нашим региональным менеджером БТС. Ой, ей, все в порядке? Насколько это возможно, если держать в голове тот факт, что нас рано или поздно закроют. И когда это случится, я не знаю. Райан сказал, что у нас есть еще несколько месяцев, пока они там все бумажки подготовят. Вот как. Еще я говорила с ним о тебе. Обо мне? Да, я сказала ему сделать все возможное, чтобы ты не сидела долго без работы. Я попросила его найти себе работу как можно скорее после закрытия. Если тебе это утешит, Брайан больше всех расстроен сложившейся ситуацией. Ругался, что они хотят закрыть единственный бар в округе, который не парил ему мозги. А как же Джилл? Он волнует меня больше всех на самом деле. Сказать по правде, он работает по удовлетворению другого парня, по удостоверению другого парня, который здесь раньше трудился. Что за парень? Тот, что купил зелье левитации и прыгнул с крыши. А, да, та история с зельем левитации. Интересно же ты слова подбираешь. Неважно. Не особо верится, что Джилл после всего этого сможет найти работу. Так кто же в конце концов этот Джилл? Есть у меня одна теория, но доказательств я пока не нашла. Ладно, за работу. Неминуемое закрытие не повод расслабляться. Так точно. Честно говоря, это грустно. Ну и честно, и очень обидно, что типа все наши заработки не влияют вообще никак на все это. Или влияют. Из-за этого теперь я буду пытаться, получается, выжимать из клиентов все соки. Мы набрали уже 90 со сколько получается? За полноценных 2 дня почти 8 тысяч набили. Вот почти 10 тысяч на третий день. Уже почти. Вы ведь в курсе, что я вас слышу, да? Это место кажется мне знакомым. Извините, это бар Вальхалла? Так и есть, добро пожаловать в Вальгаллу. О господи, что Сэй задумала на этот раз? Простите? Я хочу напиток, название которого изменили после жалоб со стороны женщин. Вы поможете мне его дать? Вы можете мне его дать? Конечно. Называется тот коктейль, название которого сменили после того, как почтенная публика навела шухер. Так, кажется, это где-то и в изысканном, нет? Или это в промо? Пианистка? Изначально назван красоткой, коктейль был переименован во славу равенства полов. Мне кажется, вот этот. Но если что, я потом переиграю, если... Кстати говоря, он довольно большой. Даже если тут двойную порцию ты как ни крути не сделаешь. Да и в любом случае он 300, блин, стоит. Перемешать выдержу. Угощайтесь. Очень хорошо, большое спасибо. Значит, вы знаете Сэй, мисс? Меня зовут Стелла Хосси. Мое почтение. Да, я знаю ее, она была здесь раньше. Она была здесь раньше, верно? Ага, как здорово, что вы ее знаете. Она оставила это здесь в прошлый раз. О, мой бог, она снова забыла свой шлем. Не в первый раз, да? За последние 3 месяца ее шлемы подбирали совершенно разные люди. Швейцары, медсестры, гробовщики, жонглеры огнем. Ей пока везет на достойных людей, которые их все-таки которые их все-таки возвращают. Неплохая такая компания. Она не только общительная девочка, но еще и большая растяпа.
Но на задание она всегда предельно собрана и сконцентрирована, уверяю вас. Я поняла. Так она порекомендовала вам это место или... У нас здесь назначена встреча. Я вижу, почему она выбрала это место. Она любит подобные заведения. Скажите, это автограф Киры Мики на стакане? Стакан стал поводом для начала беседы. Неплохо. Да, это так. Откуда он у вас? Она заскочила сюда вчера перед концертом. Серьезно? То есть, неужели? Да, приятная девушка. Но можно посмотреть? Конечно. Так, нашли вы фанатку. Она... Стелла у нас фанатка. Да-да, это подпись в форме звезды, точно ее. Значит, вас зовут Джилл? Да. Такой милый автограф. Возьмите. Вам она нравится? Вам она нравится, мисс Стелла? Прошу, зовите меня Стелла. Ой. Да, нравится. Ее песни, они напоминают тебя без... Они наполняют тебя безудержной энергией и счастьем. Как жаль, что я не смогла купить билеты на этот концерт. Их распродали буквально за пару минут, именно что за пару. К счастью, я смогла урвать парочку на ее следующее шоу. Ой, простите, я на минуточку. Алло, где ты, черт возьми? Авария? А ты ты помогаешь? Это надолго? Хорошо. Да-да, не волнуйся. Полагаю, это была Сэй. Да. Вы будете ее ждать? Разумеется. Пока я хотела бы еще выпить. Или подайте мне напиток, созданный в честь лучшего друга его творца. Хорошо. О добром друге. Блин, это прям реальное испытание. Так, теперь надо найти именно хороший... Подожди. Так, давай-ка изысканный. Проникновение не подходит. Он развязон. Не, бон развязон не подходит. Взрыв на Меркурия. Промо. Стакан сансары. Свечение. Неоправданно бурый. Так, стакан сансары. Подожди. Пианист был? Нет, это не то. Стакан сансары, свечение, зеленый слоник. Напиток соответствует вкусовым предпочтениям фанатов одноименного фильма. Горький, промо, слабый. Так, блин, надо продолжать искать пианиста. Водичка, ковросток не подходит. Пандрайл. Дамский, сахарный прилив. Сладкий, фруктовый, ничего более девчачий быть не может. Раньше он действительно искрился, но жалобы на немногочисленные отжоги заставили БТС изменить рецептуру напитка «Бенгальский огонь». Голубая фея. Один глоток окрасит ваши зубы лазурью. Не забудьте их почистить. Блин, надо продолжать. Кисельные грезы. Тихо, это типа кисельный золотое яблоко. Взрыв на Луне. Да что ж такое? Дамский, мужской пандрайв, суплекс. Вариант пандрайва с обжигающий больше язык. Обжигающий больше язык, чем горло. Суплекс.
Где же этот чертов классический? Ладно. А то так 1000 лет провозимся. Товарищи, я вспомнил. Я наконец-таки вспомнил это, честно говоря. Я вспомнил. Пианист. Там же была история, как он на первом дне или на втором, где говорили, что его назвали пианистом, потому что там, кажись, автор этого коктейля, друг его, пианист, ударил. Пианист его размажил ему голову, если ничего не говорю. Если я ничего не путаю. Большой нам сделать, получается, не получится по количеству ингредиентов. Да, по количеству ингредиентов я не смогу. Ну, не смогу я увеличить больше нормы. Так что остается перемешать со льдом. Блять, я что-то напутал. Так. Фланергит. 3 карматрина. Карматрин. Перемешать со льдом. Пианист. Вы это имели в виду? Да, именно. Спасибо. Могу я спросить что-то лично? Не про мой глаз, надеюсь. Нет, это не связано с, или мне так кажется. Я редко обсуждаю это бумеров, но очень хочу побольше про них узнать. Если не секрет, эта процедура была необходимостью из-за болезни или прихотью родителей. Еще до рождения у меня диагностировали отторжение наномашин. Поэтому это нужно было сделать, иначе бы я умерла сразу после родов. Хоть это и немного ослабило мое здоровье. Извините, если обидела вас своим вопросом. Я не против. Всегда рада развеять мысль о том, что мои родители просто захотели девочку с тушками. Похоже, вы разбираетесь в напитках, Джилл. Ну, я читаю чуть больше, чем просто список рецептов. Вам нравится алкоголь? Да, но не в обычном понимании. Я особо ничего не пью, кроме баночного пива. Но цвета напитков, их истории, в чем нужно их хранить, в чем подавать, это все так захватывает. Звучит немного глупо, когда я говорю это вслух. Вовсе нет. Вы коллекционируете спиртное? На самом деле, да, я взяла коллекцию дедушки и немедленно медленно пополняю ее. Надо было выпить. Я взяла коллекцию дедушки и медленно пополняю ее. Долги, правда, сильно мешают, но я понемногу справляюсь. А вы, Стелла, любите алкоголь? Ну, я же здесь, верно? Но предпочитаю пить все же в компании. Пить в одиночестве совсем не для меня. Вот как. Прости, что опоздала. Добро пожаловать. Долго же тебя не было. Да, прости, пожалуйста. Просто я попала в пробку и решила, что пешком доберусь быстрее. К счастью, неподалеку было здание с пожарной лестницей, и я спустилась по ней. Спустилась? Взяла воздушное такси. Вот как. Я бы посоветовала пользоваться наземным транспортом, но я рада, что ты ставишь безопасность превыше всего. Безопасность? Да никакой там, просто летающие машины гораздо круче. Я все еще не понимаю, как тебя от них не укачивает. Если пойму, как мне это удастся, ты узнаешь об этом первый. В общем, я буду тоже, что она закажет. Я буду напиток, который... Ты опять за свое. Всегда, когда ты загадываешь загадки вместо заказов, нам наливают что-то непонятное. Эй, я всего лишь хочу, чтобы те, кто меня обслуживают, показали, что они знают свое дело.
Они должны быть способны принимать такие заказы. Но если честно, это довольно интересно. Ты наверняка уже утомила бедняжку Джилл этой своей причудой. На самом деле она пока неплохо справляется. Правда? Спасибо. Прошу тебя, сделай в этот раз нормальный заказ. Тогда 2 бон развезона, пожалуйста. Ты сразу 2 выпьешь? Нет, мы их разделим. Что, каждый по полстакана? Может, лучше 1 мне и 1 тебе? Так, ясно. Она у нас, получается, у нас Джилл. Это такая нормальная, твердая, быстро думающая командирша, а Сэй немножко глуповатая и мягкотелая. Ну, именно в обычной обстановке. Не волнуйся, сейчас все поймешь. 2 бон развезона, все просто. Так, пак, бон развезон, подожди, это по вкусу, а мне надо по стилю. Изысканный. Он развезон. На вкус как стопка этилового спирта с ложечкой сахара. Так, это на 2 так. Ой. Ё-моё! Подожди. Торматрин же не считается за... Сколько там? 9 штук? Подожди, сколько? Это 18 штук? Подожди. 10. Так, это у нас 18, да. 18, ёптить. Может, не надо, а то, мне кажется, она вырубится. Не, давайте не будем, тут слишком много алкоголя. Ну уж слишком много. Мне кажется, они вырубятся такими темпами. Просто 9 карматрина — это пипец как много. 9 карматрина. Перемешать, выдержать. Первый бон развязон готов. Так. Ну и так же. Два бон развязона. И... этот твой, а этот мой. Ты говорила, что будешь то же, что и я, верно? А, вот как. Так сразу бы и сказала. Угу. О, кстати, держи. Эй, так вот где я оставила шлем, спасибо. Эв, вот где я оставила шлем, спасибо. Тебе правда стоит быть осторожнее со своими вещами. Да, но у меня есть запасные. Их нужно беречь на случай, если этот шлем сломается или перестанет работать, а не когда ты его потеряешь. Шлемы денег стоят, знаешь ли. Знаю, прости. Может, стоит сказать, что босс застряла в нем головой за заевшие кнопки. Кстати, о деньгах. Ты завтра все еще идешь на эту встречу в банке? Ага, ты переживаешь? Ладно, потом скажу. Если скажу нет, то совру. Не переживай, все будет нормально. Это просто слухи. Слухи? Поговаривают, что завтра в банке случится нечто ужасное, но напряжение в городе и так велико, поэтому не просто отличить правду от вымысла. Мало того, что сейчас все спекулируют на страхе, люди еще начали распускать пустые слухи просто так. Буквально вчера я успокаивала группу буйных подростков, которые слышали, что на город якобы сбросят бомбы. Сейчас все на пределе. Да уж. Я знаю, что ты волнуешься за меня, но я должна туда пойти. Это приказ сверху. Скажи мне, если бы кто-то на меня напал, думаешь, они смогли бы мне навредить? Ты довольно сильная, но... я что-нибудь захвачу с собой для защиты. Так тебе будет спокойнее? Наверное. Когда я вернусь, мы возьмем себе по мороженому. Так ты точно успокоишься. Ну ладно. Кажется, за мной уже машина подъехала. Тебя подбросить, Сэй? Не, я посижу тут еще немного. Ладно, тогда береги себя. Пока. Она такая нервная. Просто она переживает за тебя. Я никогда в этом не сомневалась. Скажи,
А почему мой шлем пахнет беконом? Беконом? Не то чтобы я была против, просто любопытно. Ну, это, знаешь, как иногда вещи пропитываются запахом от того, что лежит неподалеку. Так же и здесь, наверное. Понятно. Ты веришь во все эти слухи, что группа анархистов пытается свергнуть белых рыцарей? Честно говоря, я немного волнуюсь. Даже в моей дивизии творятся странные дела. Но я не хочу соврать не хочу совать в это свой нос. Какие дела? Ну, я слышала, что руководство обвиняют в связях с наркоторговцами. Кто-то даже говорит о торговле людьми. И говорят, что рыцари арестовывают только тех, кто не следует их прямым указаниям. Стелла всегда говорит, что белые рыцари просто охранники, которым дали слишком много власти. Она говорит, что если бы существовали неопровержимые доказательства теневого бизнеса, то совет директоров Зайбатсу сразу же открестился бы от белых рыцарей. Вроде бы потеря репутации вынудила бы партнеров сотрудничать с BTS. Звучит правдоподобно. Да и меня это волнует, потому что я люблю свою работу. Так, я думаю, пора уже... Подожди секунду. Приветствует. Плиз, давайте уже добивать. За проблему, может, с звуком, если... Добивать, давайте добьем уже. Слишком много политики, да? От всего этого у меня голова гудит. Я просто хочу спасать людей и помогать им. Я просто хочу делать свою работу и не думать о политике. Что ты завтра будешь делать в банке? Моему полковнику нужно передать кое-какую информацию менеджеру. Мне доверяют, поэтому здание поручили мне. Он сказал, ты такая простофиля, что тебе точно не смогут неправильно понять. Но я-то знаю, что он на самом деле имел в виду. О, вы давно этого ждали, дорогие. Наконец-то вернулась в Вальгаллу. Дороти наконец-то вернулась в Вальгаллу. А уже великое возвращение Дороти как раз-таки мы и увидим. А то что-то как-то все немножко закрутилось. Довольно долгая серия выйдет. Она уже больше 30 минут, что на меня не похоже. А по правде я что-то переборщил иногда. Ну да ладно. Надеюсь, остались довольны. Извините за некоторые паузы. Опять-таки мне постоянно, как только я начинаю записывать, какие-то фигни мне, такие вещи мне мешают записывать. То соседи, которые начали, сверлили почти несколько дней подряд. Вот это вот. Ну да ладно. Надеюсь, вы остались довольны. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте игры в комментариях, критикуйте, обсуждайте игру, только не спойлерите сильный сюжет. Буду рад с вами поболтать. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой дискорд-сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте, разумеется, жать на кнопочку подписаться на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, хотя уже не такую уж и маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся в нашем баре.